Есть Гададхар Пандит и есть Гададхар дас. They're different. Они отличные, разные личности. Different personalities. Являются разными личностями. Gadadhar Pandit is an incarnation of Radharani. Гададхар Пандит является воплощением Радхарани. And Gadadhar Das is an incarnation of the effulgence of Radharani. А Гададхар дас является воплощением сияния Шримати Радхарани. So different. Поэтому это разные личности. And yet the same. Тем не менее, одни. Because the effulgence of Radharani is non-different from Radharani. Потому что сияние Радхарани не отлично от самой Радхарани. So one and different. Поэтому они едины и различны. Which is our philosophy. Что в принципе наша философия. Beda, abeda. Achincha, beda, abeda. Beda means different. Чинтя беда, беда. Беда означает различные. Abeda means non-different. А беда означает не отличные. So Gadadhar Pandit appeared. He was 1 year younger than Lord Chaitanya. Гададхар Пандит был на год младше Господа Чайтаньи. Now he's Radharani. И он является Радхарани. So Radharani is more or less 1 year younger than Krishna. И Радхарани более-менее на год младше, чем Кришна. To be exact, Radharani is 14 years, 2 months and 15 days. Чтобы быть точным, Радхарани 14 лет, 2 месяца и 15 дней. 2 months, 15 days. But I don't know how many hours and minutes. Но я не знаю, сколько часов и минут. And Krishna is 15 years, А Кришне 15 лет, 9 months and 7 days. 9 месяцев и 7 дней. So he's a bit more older. Он немного старше. So Gadadhar Pandit was born 1 year after Lord Chaitanya. И Гададхар Пандит родился на год позже Господа Чайтаньи. And he was the constant associate. He was always with Lord Chaitanya. И он постоянно был спутником Господа Чайтаньи, всегда был с ним. But when Lord Chaitanya was young, he was called Nimai Pandit. Когда Господь Чайтанья еще был юношей, его называли Нимай Пандит. And he had a very unusual pastime. И он проводил необычные игры. Of playing at being a scholar. Он играл из себя ученого, играл роль ученого. And he used to make fun of Gadadhar Pandit. И он шутил, подшучивал над Гададхар Пандитом. So it was a strange relationship. У них были такие довольно странные отношения. But still, when Lord Chaitanya took sannyas, но тем не менее, когда Господь Чайтанья принял саньясу, he went to Jagannath Puri. Он пошел жить в Джаганнатхапури. And Gadadhar Pandit also followed him. И за ним также последовал Гададхар Пандит. Yes. Gadadhar Pandit lived at Tota Gopinath. Гададхар Пандит жил в Тота Гопинатхе. And you can visit that temple, Tota Gopinath. И можно прийти в этот храм Тота Гопинатхи. Even now. Даже сейчас. How many of you have visited that temple? Кто из вас был в храме Тота Гопинатхи? Поднимите руки, пожалуйста. Harisha. So, Gadadhar Pandit lived in this temple. Гададхар Пандит жил в этом храме. And there he worshipped a Gopinath deity. Там он поклонялся божеству Гопинатхи. That's why the temple is called Gopinath. Поэтому храм называется Гопинатх. And is next to a sand dune. И он находится рядом с песчаной дюной, which is called Chakata которая называется Чатака Парвата. Parvat means hill. Парват означает холм. So this sand dune represented Govardhan Hill. И эта песчаная дюна в Джаганнатхапуре представляет собой холм Говардхан. And this is where Srila Bhaktisiddhanta spent his last kartik before leaving his body. Именно в этом месте Шрила Бхактисиддханта провел свою последнюю картику перед тем, как оставить тело. In 1935. В 1935 году. There's a very big Gaudiya Mat temple there. Там большой храм Гаудия Матха. So Lord Chaitanya would come and visit Gadadhar Pandit every day. Господь Чайтанья приходил, навещал Гададхар Пандита каждый день.
Every day he would visit him. Каждый день он навещал его. He would also visit Haridas Thakur every day. Также каждый день он навещал Харидас Такуру. You remember Haridas Thakur was born in a Muslim family. Мы помним, что Харидас Такур был рожден в мусульманской семье. And according to the Hindu custom, was not allowed in the Jagannath temple. И в соответствии с обычаями хинду ему не разрешалось входить в храм Джаганнатхи. And out of respect, out of humility, Haridas Thakur never went near the Jagannath temple. И из-за смирения и почтения Харидас Такур никогда и близко не подходил к храму Джаганнатхи. But Lord Chaitanya said, "You just look at the chakra Господь Чайтанья сказал ему: ты можешь просто смотреть на чакру at the top of the temple, наверху храма. and that chakra is non-different from the deity, И эта чакра не отлична от божества. and you'll get the same benefit." Ты получишь то же самое благо. That's why we see on churches there's a spire, Поэтому можем видеть, что на церквях вверху есть кресты. and on the top of the spire there's usually a cross. То есть есть такие верхушки, и на них вверху там находятся кресты. Yeah, he'd visit Haridas Thakur. Каждый день Господь Чайтанья он навещал Харидас Такура. And then he'd also go and visit Gadadhar Pandit. Также он навещал Гададхар Пандита. And Gadadhar Pandit used to read from the Bhagavatam. И Гададхар Пандит читал Бхагаватам. Now Gadadhar Pandit is Radharani. Гададхар Пандит — это Радхарани. And Lord Chaitanya is in the mood of И Radharani. Господь Чайтанья был в настроении Радхарани. Chaitanya Charitamrita. Читаем Чаритамрита. And we have a new visitor. Теперь у нас есть еще Second. второй посетитель. Now, number one Subak has friend. Теперь у первой собаки есть друг. Number two Subak. Собака номер 2. Haribo, Subak. So, yes, Lord Chaitanya, although he is Krishna, И Господь Чайтанья, хотя он является Кришной, he's in the mood of он Radharani. в настроении Радхарани. And the word is Radha Bhav. Называется словом Радха Бхава. Bhav means sentiment or mood. Бхава означает чувство или настроение. So Radhika Bhav, Prabhu Sada Abhiman. In Chaitanya Charitamrita is the verse. Есть такой стих, читаем Чаритамрите. That Mahaprabhu, Prabhu, Radhika Bhav, Sada means always. И в нем говорится, что Махапрабху или Прабху сада всегда, постоянно. And Abhiman means conception. Абхиман означает отождествление. Like a man has a conception, I'm a man. Мужчина, например, отождествляет себя с мужчиной и думает: я мужчина. This dog, he has a dog conception. А у собаки концепция собаки. Of course, he doesn't really know he's a dog. Но на самом деле она не понимает, что она собака. You know. But human beings are more aware of their material identity. Люди, однако, более-менее осознают свою материальную отождествление, свою материальную концепцию. A Russian will have the Abhiman. I'm a Russian. У русских, например, есть такой абхиман: я русский. Like Abhiman conception will come out very strongly tomorrow night. И завтра вечером очень сильно будет проявляться определенная концепция многих людей, When they have the football match. когда будет футбольный матч. And all the Spanish people will think, I'm Spanish. И все испанцы будут думать: я испанец. Spain has to win. Испания должна выиграть. And the Netherlands people think, well, I'm a Netherlands person. А голландцы будут думать: мы голландцы. Actually, they're not. They're spirit souls. На самом деле они духовные души. You know, the person who's supporting Spanish team. Те, кто болеют за испанскую команду, In his last life could have been born in Netherlands. в своей прошлой жизни мог жить в Голландии. You know, so Abhiman means conception. Поэтому абхиман означает концепция отождествления. So Gadadhar Pandit is Radharani. И Гададхар Пандит является Радхарани. Lord Chaitanya is in the mood of А Radharani. Господь Чайтанья был в настроении Радхарани. So when they met, you would expect them to talk about very deep things like Rasa Leela.
И когда они встречались, можно ожидать, что они обсуждали довольно глубокие темы, такие как, например, Раса Лила. There are 12 cantos in the Bhagavatam. В Бхагаватам есть 12 песен. So the first canto is like the feet, Первая песня подобна стопам, creation. творение. Second canto is more like this here, called subcreation. И вторая песня как лодыжки, это вторичное творение. Third canto more higher. И третья песня выше, выше. 10th canto is like the heart. 10-я песня как сердце. And in your heart there are 5 life hairs. И в сердце есть 5 воздушных потоков. And the soul, you, are floating on these life hairs. И вы как душа парите на этих 5 воздушных потоках. So those 5 life hairs are 5 chapters of the 10th canto. И эти 5 воздушных потоков это 5 глав 10-й песни Бхагаватам. Chapter 29. Глава 25. Lord Krishna plays his flute. Господь Кришна играет на флейте. Chapter 30. Глава 30. 31. 31. Which is called Gopi Geet. Который называется Гопи Гита. 32. Reunion. 32 встреча. Chapter 33. Rasa Lila. 33 глава Раса Лила. So these are the 5 most esoteric or topmost chapters of the whole Bhagavatam. И эти 5 глав являются наиболее возвышенными эзотерическими главами всего Бхагаватам. Chapter 29, 30, 31, 32, 33. 29, 30, 31, 32, 33. And which is the middle one? И какая из них средняя? 31. 31. What's 31 called? И как называется 31? Gopi Geet. Гопи Гита. Krishna has gone. Кришна покинул Гопи. He's vanished. Исчез. He's hiding. Прячется где-то. And the gopis are feeling И separation. гопи чувствуют разлуку. And they're weeping. Они плачут. And there's 18 verses, 18 slokas. Есть 18 шлок, where the gopis are weeping for the association of Krishna. где гопи плачут, желая обрести общение с Кришной. So this is considered topmost chapter. Это считается самая высшая глава. Yeah. So we also have to very much want the association of Krishna. Поэтому мы также должны очень сильно хотеть получить общение с Кришной. We have to be ready to cry in anxiety for the association of Krishna. Мы должны быть готовы плакать и желать общения с Кришной. So you'd expect Gadadhar Pandit and Lord Chaitanya to have very high talks. И можно ожидать, что между Господом Чайтаньей и Гададхар Пандитом были очень возвышенные темы. But it's mentioned in Chaitanya Bhagavat that Gadadhar Pandit used to speak about Prahlad Maharaj and Dhruva Maharaj. Но в Чайтанье Бхагавате обычно говорится, что Гададхар Пандит говорил о Прахладе Махараджи, о Друва Махараджи. And he wasn't speaking from the 10th canto. И он не обсуждал 10-ю песню. So can anyone explain why? Может ли кто-то объяснить, почему? Can the dog, Subhak, explain? Собака может объяснить? So he's circumambulating all of you. Он всех вас обходит. And he's going around in clockwise direction, И как раз по часовой стрелке making advancement. прогрессирует. Next life he'll be born in Donetsk. В следующей жизни уже родится в As a human Донецке, being, как человек, Vaishnava. как Вайшнав. Maybe be born in Vrindavan. А может родиться и во Вриндаване. So Chaitanya Bhagavat explains that Gadadhar Pandit used to talk about Dhruva Maharaj В Чайтанье Бхагавате описывается, что Гададхар Пандит говорил о Друве Махараджи, and also Prahlad. и также о Прохладе. Now if we compare that to 10th canto topics, spiritually it's of less importance. Если мы сравним эти темы с 10-й песней, то с духовной точки зрения они как бы кажутся такие менее важные. So why did they discuss these things? Почему они обсуждали эти вещи? Lord Chaitanya, Jagannath Puri for Lord Chaitanya is Vipralamba Setra. Для Господа Чайтаньи Джаганатха Пури это Випраламба Кшетра. He's always in the mood of Radharani. Он всегда там находится в настроении Радхарани. Very intense. Очень сильные чувства. This is Braja Bhakti. Враджа Бхакти. So now topics of Dhruva and Prahlad is Vaikuntha.
И темы касательно прохлады и друвы — это Вайкунтха. In Vaikuntha, love only goes up to prema. На Вайкунтхе любовь поднимается только до уровня премы. But beyond prema, there is something called sneha. Но выше премы есть также уровень, называемый снеха. The essence of sneha is man. Сутью снехи является ман. The essence of man is pranaya. Сутью мана — это праная. The essence of pranaya or intense pranaya becomes something called rag. И очень сильная праная становится рагой. These are all more intense types of love of God. Это все еще это описание более высоких, продвинутых уровней любви к Богу. And the rag intensifies to anurag. Рага, она возвышается, становится анурагой. And then anurag becomes mahabhav. И анурага затем становится махабхавой. But in Vaikuntha, you only get to prema. First step. Однако на Вайкунтхе можно дойти только до премы, до первой ступени. So why is Gadadhar Pandit discussing with Lord Chaitanya Dhruva and Prahlad? И почему же тогда Гададхар Пандит, он обсуждал с Господом Чайтаньей истории Друвы и Прохлада? It's a good question. Хороший вопрос. If Lord Chaitanya is always in the mood of Radharani, Если Господь Чайтанья всегда в настроении Радхарани, and feeling like Krishna had left Vrindavan, и он в таком состоянии, когда Кришна покинул Вриндаван, why the Dhruva Katha and Prahlad Katha? почему у них была Друва Катха и Прохлад Катха? So, oh great scholars of Donetsk Ну что, великие ученые Донецка, and Eastern Ukraine, всей Восточной Украины, Pandits and Panditini, пандиты и пандитини, speak forth. говорите, Give me an answer. дайте мне ответ. I can only hear the birds chirping. Слышу, как только птицы чирикают. Chirp, chirp, chirp. So what is the you're going to have a guess. Так, есть один ответ. Прохлад Махарадж имел настроение сострадания к другим живым существам. Прохлад Махарадж had the compassion towards other living entities. Yes, true. Это правда. But Dhruva? А что с Друвой? He was also compassionate. Now the real answer is Настоящий ответ, that Braja Bhakti may be the ultimate goal. что Браджа Бхакти может быть высшей целью, It is. и она есть. And within Vrindavan, conjugal love is number one. И во Вриндаване супружеская любовь является наивысшей. But we should not minimize Vaikuntha Prem. Тем не менее, мы не должны преуменьшать Вайкунтха прему. It is still important. Она по-прежнему важна. And many of Lord Chaitanya's associates, Многие из спутников Господа Чайтаньи, не многие, Chuchu, несколько, were in Vaikuntha Bhav. были в Вайкунтха-бхаве. So Lord Chaitanya is showing that that's also important. И Господь Чайтанья показывал, что это также важно. So then Gadadhar Pandit used to put chandan on him. Гададхар Пандит, он наносил чандан на Господа Чайтанью. Gadadhar Pandit would regularly read Bhagavatam to Chaitanya Mahaprabhu. Гададхар Пандит регулярно читал Шримад Бхагаватам, читание Махапрабху. Every day he would make Mahaprabhu's sandal with chandan paste Каждый день он делал сандаловую пасту для Господа Чайтаньи. and apply it on the body of Lord Chaitanya Наносил Mahaprabhu. ее на тело Шри Чайтаньи Махапрабху. I also had the good fortune to make chandan paste for Srila Prabhupada. Мне также выпала большая удача делать сандаловую пасту для Шрилы Прабхупады, When he came to South Africa. когда он приезжал в Южную Африку. So we'd make it out of chandan, Ее делали из сандала, then a little particle saffron, небольшие частицы шафрана, then a rose water, розовая вода, and a little bit of camphor. немного камфоры. Now the trick is you can't make it too liquidy. И вся хитрость, уловка в том, что нельзя ее делать слишком жидкой. Because if you make it too liquidy, it drips down onto your eye. Потому что если она будет слишком жидкая, то она стечет на глаза. So I would do this in Guru Puja. Before offering Prabhupada Guru Puja, И перед тем, как предлагали Шриле Прабхупаде Гуру Пуджу, я наносил ему сандаловую пасту. I would offer him
Charitamrita, Я предлагал ему чаринамриту, put the flower garland on him, одевал на него цветочную гирлянду and then carefully do the chandan, и аккуратно носил чандану. making sure that it wasn't too liquidy. И я следил за тем, чтобы она не была слишком жидкой, Otherwise, it drips down into his eyes. иначе она бы попала ему в глаза. But it can't be too dry either. Но она не должна быть также слишком густой. You got to get it just right. Должна быть правильная консистенция. So I did that to Prabhupada a number of times. Я несколько раз делал это Шриле Прабхупаде, такое служение. So Gadadhar Pandit also did that. И также это делал Гададхар Пандит. Then when Lord Chaitanya left, he merged with that deity, Tota Gopinath. И затем, когда Господь Чайтанья ушел, он вошел в это божество Тота Гопинатхи. And after he left, it's described Gadadhar Pandit aged very quickly. И затем, когда он ушел, Гададхар Пандит описывается очень быстро постарел. Now why did he age? Почему он постарел? Age means he appeared to grow older very quickly. Очень быстро он стал стареть. Why do you think? Почему вы думаете, так произошло? Because of separation. Yes, because of Из-за separation. разлуки. One of the symptoms of intense separation, Один из признаков сильной разлуки, there are 10 symptoms есть 10 признаков. of a Sadhura Pravas. 10 признаков Сиддхура Правас. Pravas means very high separation. Правас означает очень сильная разлука. Chintata Veda Tanavamalанангita Pralapa Vyadya Mohamritya Dasadasa. One of them is disease. И один из признаков такой разлуки это болезнь. But you're not really sick, but it looks like you're becoming sick. Вы не больны на самом деле, но выглядит со стороны, как будто вы болеете. Anyhow, so Gadadhar Pandit aged quickly. Гададхар Пандит быстро постарел. And then after 1 year he left his body. И через год он оставил тело. So there was a wonderful verse. Есть один замечательный стих. Now this is written by one of Prabhupada's godbrothers, Этот стих написал один из братьев Шрилы Прабхупады, Sridhar Maharaj, Шридар Махарадж, who was like a poet. который был поэтом. And he wrote this. Написал стих. On the shore of the broad blue ocean, На берегу широкого голубого океана, that's the Bay of Bengal, это Бенгальский залив, Gadadhar Pandit used to read Srimad Bhagavatam to Chaitanya Mahaprabhu, Гададхар Пандит обычно читал Шримад Бхагаватам Шри Чайтанья Махапрабху, who was suffering from the great internal pain of separation from himself. Который испытывал боль разлуки, сильнейшую боль разлуки с самим собой. Gadadhar Pandit supplied the wine, Гададхар Пандит поставлял вино, the wine of Krishna Lila, вино Кришна Лилы, to intoxicate his afflicted friend чтобы опьянять своего без того опьяненного друга and give him relief. И дать ему облегчение. As Gadadhar Pandit read Когда Гададхар Пандит читал the Bhagavatam, Бхагаватам, tears would fall from his eyes слезы текли из его глаз onto the Bhagavatam, и падали на Бхагаватам. like offerings of flowers. Были как подношения цветов. May that great personality, Gadadhar Pandit, Пусть эта великая личность Гададхар Пандит, the best of the Goswami, лучший из Госвами, be pleased in my attempt to glorify him. он будет доволен моими попытками прославить его. It's a very beautiful verse. Huh? Это очень красивый стих. And of course in Sanskrit it's even more beautiful. И, конечно же, на санскрите он звучит еще более прекрасно. On the corner of the broad blue ocean, На уголке широкого голубого океана Puri is on the beach. Пури находится на берегу океана. And there you have the blue ocean. И там есть голубой океан. Actually, the holy dam of Puri is shaped like a conch shell. Святая Дхамма Пури имеет форму раковины. And where the water comes out of a conch shell is Bhubaneswari. И там, где вода выходит из раковины, там находится Бхуванешвар. This is the place of Lord Shiva. Место Господа Шивы. So first you have to get mercy of Lord Shiva. Поэтому вначале нужно получить милость Господа Шивы. Even now, when you go to Puri, you go through Bhubaneswari. И сейчас даже если вы едете в Пури, нужно ехать через Бхуванешвар. So that's like the point of the conch shell. Это как отверстие раковины. And then some of the conch shell even goes into the sea.
И какая-то часть этой раковины уходит в море. And this is all the tirtha. Все это является тиртхой. Puri is also called Tirtharaj, Пури также называется Тиртхарадж, the king of holy places. царь святых мест. But followers of Lord Chaitanya think of it as Vipralamba Setra, Но последователи Господа Чайтаньи считают его, рассматривают как Випраламба Кшетру, the place of separation. место разлуки. But the followers of Rukmini Dwarkadish, Однако последователи Рукмини Дваракадиша, or those in Vaikuntha Bhav, или те, кто находится в Вайкунха or Бхаве, Ayodhya Bhav, или в Айодхья Бхаве, how will they see Jagannath как Puri? они рассматривают Джаганатха Пури? As Dwarka. Как Двараку. They see Puri as Dwarka, Они рассматривают Пури как Двараку, full of opulence, которая полна роскоши. like they dress Jagannath in gold, Джаганатху одевают золото, full of Aishwarya opulence. там много айшвари, великолепия, Just like the name, богатства. what is the name Jagannath? Вот само имя Джаганатх. Nath means Lord, Надха означает Господь. Jaga, universe. Джага — это вселенная. It's not a Vrindavan name. Это не вриндаванское имя. Gopinath is a Vrindavan name. Гопинатх — это имя из Вриндавана. Gopishvara, Или Гопишвара. Madan Mohan, Shyamasundar. Jagannath is an Aishwarya name. Джаганатх — это имя из категории Айшвари. So that's why many people see Jagannath Puri as the same as Dwarka. И поэтому многие люди рассматривают Джаганатха Пури как Двараку. Dwarka is on the west coast of India, Дварака находится на западном побережье Индии. where Krishna had 16,108 palaces. Там у Кришны было 16 108 дворцов. And every day he gave out 13,054 cows И каждый день он раздавал 13 054 коровы from each palace. из каждого дворца. So the 16,108 palaces, Итак, 16 108 дворцов, and each palace he gives out 13,054 cows. и из каждого дворца он раздавал 13 054 коровы. How many cows did he give out every day? Итак, вопрос: сколько коров раздавал Кришна каждый день? Quickly, tell me. Быстренько скажите мне. 210 million. 210 миллионов. But this is God. Но это Бог. God can do that. Бог это может сделать. You know, you can't even give one cow away. Мы не можем даже подарить одну корову. You can give 210 million cows every day. А он мог дарить 210 миллионов коров. Yeah. So on the bank of the broad blue ocean, И на берегу этого широкого голубого океана Gadadhar Pandit read from the Srimad Bhagavatam Гададхар Пандит читал Шримад Бхагаватам to Sri Chaitanya Шри Mahaprabhu Чайтанья Махапрабху, to relieve the feelings that Mahaprabhu had чтобы облегчить те чувства, которые испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, of separation from Krishna. чувство разлуки с Кришной. Gadadhar Pandit supplied the wine of Krishna Lila. Гададхар Пандит снабжал Господа Чайтанью вином Кришна Лилы. So we could say the vodka of Krishna Lila Можно сказать, водкой Кришна Лилы, that intoxicated Lord Chaitanya которая опьяняла Господа Чайтанью and relieved him of his separation. и освобождала его от этого чувства разлуки. When you hear the topics of Krishna, Когда вы слышите темы Кришны, then you're pacified. это успокаивает ваш ум. As Gadadhar Pandit read, Когда Гададхар Пандит читал, tears would fall from his eyes из его глаз текли слезы, onto the pages of the Bhagavatam. падали на страницы Бхагаватам. Now in those days, Bhagavatam was handwritten. В те времена Бхагаватам был написан от руки. So Gadadhar Pandit's Bhagavatam, all the ink had been smudged. И все чернила, которые были в Бхагаватам Гададхар Пандита, расплылись. Sometimes he used to have get a new Bhagavatam Иногда ему нужен был новый Бхагаватам, because his Bhagavatam you couldn't read it properly because of the tears that fell from his eyes. потому что в том Бхагаватам уже нельзя было прочитать его как следует, потому что там слезы уже чернила расплылись из-за слез.
So these tears were like offerings of flowers. И эти слезы были как цветы, как подношение цветов. When you offer a flower to Krishna, Когда вы предлагаете цветок Кришне, you're offering your heart. вы предлагаете свое сердце. That's what you're offering, your heart. Вот так вы предлагаете свое сердце. The flower is very soft Цветы очень нежные, and fragrant. у них прекрасный запах. And flower is very nice to look at. На цветы приятно смотреть. The color is very beautiful. Красивый цвет у них. So you're offering your heart to Krishna. И так вы предлагаете свое сердце Кришне. And the best way you do this is with tears in your eyes. И наилучшим образом это можно сделать со слезами на своих глазах, Out of love or affection for Krishna. испытывая при этом любовь и привязанность к Кришне. Just like if you have young daughter or son, Как если у вас есть маленький сын или дочь, and they go away for a few months, и они вдали от вас несколько месяцев, 5 or 6 years old, 5 или 6 лет, and then you see them again. и вы вновь встречаете их, You cry, вы плачете, tears come. появляются слезы. So one has to cry for Krishna. Поэтому надо плакать по Кришне. Of course, tomorrow night, and I think Spain will win. Конечно, завтра вечером, я думаю, что Испания победит. All the Spanish people will be crying. И все испанские люди будут плакать. But what is the use? Но в чем смысл? Your team wins. Выиграла ваша команда. In 1 week you've forgotten about И it. через неделю вы уже об этом забудете. At the time of death, if you remember. И в момент смерти, если вы вспомните. Oh, in the year 2010 in South Africa, my team won. В 2010 году в Южной Африке победила моя команда. And you're dying. И вы умираете. I mean, what's the use? Какой смысл, толк-то? You think the goalkeeper can come and bless you or something? Думаете, что вратарь к вам придет и благословит вас? Or the Spanish coach will come and coach you and teach you how to die? Или испанский тренер придет и научит вас, как умирать? So, weeping and laughing, these are human emotions. Смех и слезы — это все человеческие эмоции. And in their pure form, they're done in relation to Krishna. И в своей чистой форме они проявляются в отношении к Кришне. And in a perverted form, they're done to temporary material objects. А в искаженной форме они проявляются по отношению к материальным объектам. So you cry because your wife has died. Вы можете плакать, потому что у вас умерла жена, You cry when your parents have died. или родители. Or you feel depressed because your child is not doing good or died. Вы можете чувствовать депрессию, если у вашего ребенка что-то не так, он заболел. But it's a perverted reflection of the same emotion that is towards Krishna. Но это на самом деле искаженные чувства, которые должны быть направлены к Кришне. So when Gadadhar Pandit has Bhagavatam open, Когда у Гададхара Пандита был открыт Бхагаватам, he can't even read it because of the tears. он не мог даже читать его, потому что глаза застилали слезы. Now this is the Mahabhagavat. Вот такого Махабхагавата. But then Gadadhar Pandit is even more than Mahabhagavat. Но Гададхар Пандит даже выше, чем Махабхагавата. He's not Jiva. Он не Джива, He's Radharani. он является Радхарани. You can't get higher than that. Выше уже никого не найдешь. He is the highest devotee. Он является наивысшим преданным. As far as Ashraya is, he is the highest Ashraya Tattva. Он является наивысшей Ашрая Татвой. So, Gadadhar Pandit we pray to. Поэтому нам нужно молиться Гададхар Пандиту. And in the Adi Lila, Chaitanya Charitamrita, И в Ади-лиле, читая Чаритамрите, describes he has his own disciple succession. описывается, что у него есть своя ученическая преемственность, And it gives you names of his followers. и там даются имена его последователей. And then we have Srila Bhaktivinoda Thakur's disappearance day. Также завтра у нас день ухода Шрилы Бхактивинода Такура. Srila Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, he's been described as the pioneer of Krishna consciousness. Шрила Бхактивинод Такур описывается как пионер сознания Кришны. He's the one who started planning the preaching
Именно он начал планировать проповедь. Yes. Before Bhaktivinoda Thakur, there were isolated, advanced, self-realized souls, but there was no preaching. До Бхактивинода Thakura было несколько таких возвышенных, высокодуховных, реализованных душ, но не было проповеди. So Bhaktivinoda Thakur started to re-establish Vaishnavism. И Бхактивинод Thakур начал восстанавливать вайшнавизм. And wrote many books. Написал множество книг. His most important book is Jivadharma. Самая важная его книга это Джайвадхарма. He wrote many songs. Написал также множество песен. So simple people. He wrote songs in simple Bengali language. И писал он свои песни на простом бенгальском языке. So that ordinary people could read and understand. Чтобы обычные люди могли прочитать их и понять. And he used his position as a deputy magistrate. И он использовал свое положение как губернатора. Under the English administration. Он был губернатором при британском правлении. To preach. Он использовал это для того, чтобы проповедовать. Yeah, a deputy magistrate under the British colonial system was like being a king or a maharaj. И его положение при британском правлении приравнивалось к положению царя, махараджа. But towards the end of his life, Bhaktivinoda Thakur understood there's a lot more to do. Но ближе к концу своей жизни Бхактивинод Thakур понял, что есть еще много чего, что надо сделать. And I've written books. Он подумал, я написал книги, I've laid a foundation, я заложил фундамент, but someone else needs to continue. но теперь нужно, чтобы кто-то продолжил. So he prayed. И он молился. And he prayed for what is called a ray of Vishnu. Он молился о том, чтобы пришел луч Вишну. And Bhimal Prasad appeared. И явился Бхимал Прасад, The fourth son of Bhaktivinoda, четвертый сын Бхактивинода, who later became Srila Bhaktisiddhanta. который позже стал известен как Шрила Бхактисиддханта. And he preached all over India. И он проповедовал уже по всей Индии. Actually, not all over India. На самом деле не по всей Индии. He didn't preach that much in South Не India очень много проповедовал он в Южной or Индии Vrindavan. или во Вриндаване. He said that he would come back in some future life Он сказал, что он еще придет в следующей жизни and preach more in South India and Vrindavan. и больше будет проповедовать в Южной Индии и во Вриндаване. And then, of course, he had many disciples. И, конечно, у него было множество учеников. Srila Bhaktisiddhanta had 20 sannyas У disciples Шрилы Бхактисиддханты было 20 учеников саньяси and 5,000 regular disciples. и 5000 учеников. And then of those disciples, he instructed them to preach. И он вдохновлял, наставлял своих учеников проповедовать. And of course, we know Srila Prabhupada. We accept him as the foremost of Srila Bhaktisiddhanta's disciples. И мы признаем, что Шрила Прабхупада был одним из наиболее главных учеников Шрилы Бхактисиддханты. Because he brought Krishna consciousness to the West. Потому что он принес сознание Кришны на Запад In 1965. в 1965 году. So although there are many elevated disciples of Srila Bhaktisiddhanta, И хотя есть множество возвышенных учеников Шрилы Бхактисиддханты, our particular affection goes towards Srila Prabhupada. тем не менее наша привязанность она направлена на Шрилу Прабхупаду. Otherwise, I wouldn't be here talking to you. Если бы не он, то я бы здесь не сидел и не рассказывал вам. You would not be practicing А Vaishnava. вы бы не практиковали вайшнавизм. Prabhupada even took the risk of coming to Moscow. Прабхупада даже не побоялся риска и приехал в Москву. Now he could have been put in prison, Его могли бы посадить в тюрьму. isn't it? Разве не так? As it was, he was confined to one flat, and he couldn't really preach. И даже когда он был в Москве, его заперли в одной квартире, и он не мог проповедовать. So he really took a risk. Поэтому он рисковал. And he came to South Africa in apartheid time. Также он приехал в Южную Африку во время апартеида. It took us 2 years to get a visa for him. У нас ушло 2 года на то, чтобы открыть для него визу. I have that original visa in my
on my altar. У меня на алтаре есть его виза Шрилы Прабхупады. Prabhupada's original visa. Его вот эта сама виза, по которой он приехал. So it took us 2 years. У нас ушло 2 года. And he could have been arrested in South Africa. Его могли арестовать также и в Южной Африке. But still he took the risk. Тем не менее, он рискнул. So because he took that risk, we owe so much to him. Поэтому из-за того, что он так рисковал, мы находимся в долгу перед ним. Therefore, we pay back that risk. We pay back that debt. И мы должны оплатить этот долг By working within his institution. Действуя в его обществе. Although it may be difficult, Хотя это может быть и трудно, we try to do something for Prabhupada in his но мы institution. должны пытаться делать что-то для Шрилы Прабхупады в его обществе. Especially we read his books. В особенности нам следует читать его книги. He says, if you really want to know me, then read my books. И он сказал, что если вы действительно хотите как-то узнать меня, читайте мои книги. Yeah. And we serve those who are serving him. И мы служим тем, кто служит ему. So, also I mentioned that I think Bhaktivinoda Thakur will be very pleased about the Rath Yatra we're going to have in Donetsk. Так же, как я уже говорил, Бхактивинода Тхакур был бы очень доволен Радха-ятрой, которую мы здесь проводим в Донецке. And also the one in Lugansk and Alchevsk. Также теми, которые проводятся в Луганске и Алчевске. But I think the one in Donetsk is coming up shortly. Но я думаю, что вот вскоре будет Радха-ятра в Донецке. So Bhaktivinoda Thakur would be very happy. Бхактивинода Тхакур был бы очень доволен. He said, when will that day come? Он говорил, когда же наступит тот день, When English, German, когда англичане, немцы, Russian, русские, Bengalis together бенгальцы, все вместе glorify Lord Chaitanya's name. будут прославлять имена Господа Чайтаньи. So I humbly request you try to assist the authorities. И я смиренно прошу вас, чтобы вы помогали здесь преданным, которые стоят у руководства, And do something to help the Rath Yatra и что-то делали для помощи Радха-ятры in Donetsk. в Донецке. And if you're from Alchevsk or Lugansk, also work. Если вы из Алчевска, из Луганска, также на тех местах. We're doing these activities not for our own sense gratification, Мы делаем эту деятельность не для нашего чувственного наслаждения, not to push ourselves forward. не для того, чтобы продвинуть себя и вперед и показать всем. We're engaging in service, Мы совершаем служение. not business. Это не какой-то бизнес. Business is what can I get? Бизнес — это что я могу с этого получить. Can I get respect? Смогу ли я получить уважение? Can my name be glorified? Прославят ли мое имя? Can I have my picture in the magazine? Покажут ли мою фотографию в журнале? This is more like business. Это больше как бизнес. But service means selfless, Однако служение означает бескорыстно, like the gopis. как гопи. I'm offering my service to Lord Jagannath Krishna, Я предлагаю свое служение Господу Джаганатхе, Кришне, Balaram Subhadra, Балараме, Субхадре, Gadadhar Pandit, Bhaktivinoda, Гададхар Пандиту, Бхактивиноду, Prabhupada, Прабхупаде, my own Diksha Guru. моему Дикша-гуру. I don't have any angle. Angle means want something in return. Я не хочу чего-то взамен. I just want to render service. Я хочу просто служить. I'm not looking for someone to clap. Well done, well done. Мне не нужно, чтобы кто-то аплодировал мне и говорил «молодец, I'm not молодец». looking for my guru to pat me on the head. Я не жду того, что гуру будет гладить меня по Oh, голове. good boy, good О, girl. хороший мальчик или Oh, here's девочка. a laddu. Вот тебе ладу. No, we're just rendering service. Мы просто служим, And yabila sita sunyam without desire for anything без back, желания получить чего-то взамен, materially. материальное. But spiritually, Но духовно we very much want something. мы очень сильно хотим. And that is to reawaken our relationship with Мы Krishna, хотим пробудить наши отношения с Кришной, to go back to Vrindavan. вернуться во Вриндаван. And as Prabhupada has written, to live with the Supreme Personality И of как God, говорит Прабхупад, жить вместе с Верховной Личностью Бога, to dance with Him, танцевать с to Ним, eat with Him. есть с Ним.
So spiritually, we very much desire them. И с духовной точки зрения у нас есть очень много таких желаний. But regarding some material respect, Но что касается материального уважения, nah, what's the use? какой смысл? Srila Gadadhar Pandit ki jai. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Shri Nitai Gora Sundar ki jai. Go Premanandi. Есть ли вопросы? There's no questions. All right, I'm going to read you something. Хорошо, тогда я вам кое-что прочитаю. Most of you won't really be able to understand this. Большинство из вас, наверное, не сможет понять это. It's very deep, Это очень глубокая тема. but it's a mood of Bhaktivinoda. Но это настроение Бхактивинода. Try to understand it. Попытайтесь это понять. It's from a tragedy of separation. Tragedy of separation. Это из трагедии разлуки. Again, it's by Sridhar Maharaj. Это написал Шридар Махарадж. After 5 years, Chaitanya Mahaprabhu returned to Navadvip Спустя 5 лет Чайтанья Махапрабху вернулся в Навадвипу. after taking sannyas. После того, как он принял саньясу. Thousands came to have a glimpse of him. Тысячи людей собрались, чтобы просто мельком взглянуть на него. Bhaktivinoda Thakur draws a parallel Бхактивинод Такур провел параллель with Krishna's Kuruksetra Leela. с Курукшетра Лилой Кришны. At Kuruksetra, Dwarka Krishna В Курукшетре Дварака Кришна and the gopis of Vrindavan met. и гопи Вриндавана встретились. And the gopis and the gopas, И гопи, и гопы, they wanted to take Krishna они хотели забрать Кришну from Dwarka, из Двараки, which was Kuruksetra, которая являлась Курукшетрой. to Vrindavan. Хотели забрать его в Вриндаван. Chaitanya Mahaprabhu stood on the roof Чайтанья Махапрабху стоял на крыше of Avachaspati Pandit's house, дома Видьявайчаспати, dressed as a sannyasi. одетый как саньяси. So after 5 years, he went back as a sannyasi. То есть спустя 5 лет он вернулся назад как саньяси. Bhaktivinoda Thakur was assuming himself Бхактивинод Такур, он воспринимал себя as a resident of Navadvip как жителя Навадвипы and a member of Shiva Sangam. и жителя Шивасангама. He imagined seeing Chaitanya Mahaprabhu on the rooftop. Он представлял, что он видит Шри Чайтанья Махапрабху на крыше. And Bhaktivinoda Thakur prayed the following. И Бхактивинод Такур молился следующим образом. Now, this is from Bhaktivinoda Thakur. И это уже из Бхактивинод Такура. When will that day come Когда же наступит этот день, when Nimai Pandit will give up когда Нимай Пандит откажется his sannyas robes of renunciation от своих одежд саньяси and again come and join in kirtan и снова придет и примет участие в киртане in the house of в Srivas? доме Шриваса? Now he can't come Сейчас он не может прийти, because he's a sannyasi. потому что он саньяси. And a sannyasi can't go back to his old house. И саньяси не может вернуться в свой старый дом. So now we are deserted by him. Теперь он пренебрег нами. But our aspirational prayer is this. Но наше желание или молитва такова. So Bhaktivinoda Thakur prays again. И Бхактивинод Такур молится вновь. Just as the gopis wanted Krishna's royal dress removed Подобно тому, как гопи хотели, чтобы Кришна отказался от своей царской одежды at Kuruksetra на Курукшетре and his cowhead Vrindavan dress resumed, и вновь одел свою одежду пастушка, so they could take him again to чтобы Vrindavan они смогли вновь забрать его во Вриндаван and play and dance with him and rejoice. и танцевать, играть с ним, радоваться. We pray Мы также молимся, that Mahaprabhu's sannyas dress be removed чтобы Махапрабху снял свои одежды саньяси and his former dress resumed. и вновь одел свои предыдущие одежды. And this way we will get back our Nimai Pandit, Таким образом мы вновь получим назад Нимай Пандита. who is one of us Он будет среди нас in Shiva в Sangam, Шивасангаме. and together we shall rejoice, И вместе мы будем испытывать радость. taking the name of Krishna. Мы будем петь имя Кришны. Oh, when will that day be mine? Когда же придет этот день? It's extremely high sentiments. Это очень-очень возвышенные чувства.
So Bhaktivinoda Thakur is no ordinary person, Бхактивинода Такур не является обычной личностью, and you're all connected to him. и вы все связаны с ним. He's like your param guru. Он ваш парам гуру, He's your siksha guru. ваш шикша гуру. You're all very fortunate. Вы все очень удачливы. And Bhaktivinoda Thakur will be pleased И Бхактивинода Такур был бы доволен with your attempt at practicing Krishna consciousness. вашими усилиями по практике сознания Кришны. And although he's in the spiritual world, И хотя он в духовном мире, these Nitya Siddha devotees are savagya. They're aware of what you're doing. эти преданные на уровне нитья ситхи, они являются сарвагья, они знают, что вы делаете. So they see your struggles and your efforts. Они видят ваши усилия, ваши страдания. All of you are going through various struggles with health Все из вас проходят какие-то трудности со здоровьем, and family domestic problems, какие-то домашние семейные проблемы, social problems, социальные проблемы, and money problems, проблемы с деньгами, and a husband problem, или с мужьями, and a children или с problem, детьми, and a wife problem, или с женой, and the weather problem, или с погодой, and the neighbor problem. или с соседями. So Bhaktivinoda Thakur and Prabhupada, they see this, Бхактивинода Такур, Прабхупада, они видят это, but still you continue to chant and pray. но все равно вы продолжаете повторять и молиться. And they say, oh, how sincere this devotee is. И они увидят, насколько искренне этот преданный, And then they reciprocate with you. и они будут общаться, отвечать вам. They want to see how serious you are. Они хотят видеть, насколько вы серьезны. If spiritual life was very easy, Если духовная жизнь простая, легкая, where's the surrender? то где же предание? There has to be the problem. Должны быть какие-то проблемы. The road has to be rough. Дорога должна быть такой тяжелой. On the path of bhakti, there has to be the thorns. На пути бхакти должны быть тернии. Kantaka Koti. It's in Chaitanya Chandradaya. That Shri Bhakti Marg, the path of bhakti, Там говорится, что путь бхакти, Kantaka Koti. Koti means 10 million. коти означает 10 миллионов. Kantaka means thorns. Кантак означает тернии, колючки. There's going to be the problem. Будут какие-то проблемы. But if you take shelter of the holy name Но если вы примете прибежище у святого and имени the philosophy of Bhagavad и Gita философии Бхагавад-гиты and Bhagavatam, и Бхагаватам, you'll easily pass over those вы с problems. легкостью преодолеете все проблемы. Just like Draupadi, Как Драупади. she was embarrassed. Ее опозорили. Prahlad had his У problem. Прохлада были проблемы. Haridas Thakur had his tests. У Харидас Такура были свои испытания. So you will have your tests. И у вас будут ваши. But you take shelter of the holy Но name вам надо принять прибежище у святого имени and the и philosophy философии, and the instructions of Prabhupada and your guru. и наставлений Прабхупады и своего гуру. And you can overcome any obstacle. И вы сможете преодолеть любые препятствия. Devi yuvasya gunamai mamamai doratuya mam eva ye prapajyante. This divine energy of mine, this material energy of mine, Это моя божественная материальная энергия. is impossible to overcome. Невозможно ее преодолеть. But by surrendering to me, Но если человек предается you мне, can easily он overcome. с легкостью может превзойти ее.